Dallas мультипаспорт, сказал бы я, но нет, это TP-Link Deco X10, Wi-Fi 6, Mesh-система. Вообще, кстати, кто помнит, что такое Lil Dallas мультипаспорт, напишите в комментариях, откуда это. Не знаю, наверное, олды у нас есть, и это шутка, конечно же. Люблю я развлекаться, если кто знает, о чем я говорю, и про свой ТикТок тоже. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас об этом крутом роутере, с индексом скорости AX1050. Его крутость не в том, что он, допустим, стоит недорого, если пересчитывать на зону покрытия. Он крут в том, насколько эта зона велика. Потому что две вот таких вот башенки могут покрывать 360 квадратных метров. 3 таких башенки может покрыть 560 квадратных метров. Это просто нереально. А с помощью вот таких вот пауэрлайнов, ну это пауэрлайны от TP-Link, я про них уже снимал, это гигабитные пауэрлайны, можно не просто увеличить зону покрытия, а усилить и ускорить. Ну, то есть, ну, конечно, тут уже необходимо понимать, что пауэрлайны сильно зависят от качества вашей 220-вольтной сети, потому что эти штуки позволяют через 220 вольт передавать сетевой, скажем так, сетевые пакеты. Короче, LAN RJ45 через 220 вольт подключить. Но мы это все покажем вживую. А что же у нас внутри? Внутри у нас все очень просто. Обыкновенная коробочка. И все управляется с помощью простого смартфона. Вот такой вот патчкорд. Прикольный патчкорд. Вот таких вот два беленьких блока питания. Сейчас я вам их открываю. Леса, показываю ребятам. 12-вольтовые. Два вот таких вот блочка. Два красивых, стильных. Смотрим. Дальше. Две башни. Не будем тратить время. Леса открываю. Пока я открываю, показываешь ребятам. Забирай башенку, показывай. Смотрите, там два LAN RJ45. Один из них WAN, другой LAN. Разъем питания. И обязательно покажи охлаждение. Охлаждение у нас сделано по принципу конвекции. Снизу у нас, вот здесь вот снизу, покажи, где диффузоры захвата воздуха. А покажи сверху, где у нас выкидывает воздух. Вот сверху именно из этих пропилов выкидывает воздух. Они абсолютно одинаковые, стильные, красивые. Вот такие вот красунчики. Поэтому давайте мы сейчас, что мы сделаем? Мы сейчас переходим на сайт. Распаковывать тут особо больше нечего. Мы переходим на сайт официального производителя, смотрим заявленные характеристики и, конечно же, тестируем. После этого делаем выводы. Переходим. Смотрите, мы на фирменном сайте TP-Link Deco X10 от TP-Link, как они пишут, быстрое соединение, ну, индекс скорости X1500, само собой, это значит, что у нас 1201 мегабит, ну, 1200 мегабит в секунд на 5 ГГц. Сразу говорю, это 80 мегагерцовый роутер, еще раз, вернее, повторяю, с технологиями OFDMA, UMIMO, beamforming, само собой, для формирования луча, с маленькой задержкой, и у нас он есть в вариантах на 2 устройства, на 3 устройства, и у нас, как они заявляют, усиленное покрытие с поддержкой Google Home, с поддержкой Amazon Alexa. Ну, теперь поехали. 2 гигабитных порта, покрытие до 520 квадратных метров на 3 штучки, до 120 устройств, родительский контроль, бесшовная сеть. Я могу сразу сказать, что здесь Wi-Fi поддерживает 802.11r, это бесшовный роуминг, и, как они называют, убийца мертвых зон. Короче, очень интересно. С учетом того, что это самый простой Wi-Fi 6 роутер 5 гигагерцовый, очень интересно. Давайте так посмотрим, что они тут. Ну, в основном идет, видите, упор на Mesh. Именно на Mesh показывают, как оно работает, как они переходят, как это бесшовно работает. Видите, как там прекращает, там подхватывает. У нас есть приложение, кстати, которым можно управлять, и есть даже поддержка устройств умного дома от ТАПа. Это очень прикольно, там есть отдельный раздел в самом приложении, в принципе, можно посмотреть. Давайте по спецификациям посмотрим. Да, AX. У нас 5 ГГц Wi-Fi, в 2,4 ГГц он у нас работает только в стандартах NBG, это Wi-Fi 4, чтобы вы понимали. И само собой с этим и связана скорость 300 мегабит по Wi-Fi 2,4. WPA3 есть поддержка, это очень хорошо по безопасности. И смотрите, Dynamic IP поддерживает типы WAN, статистические IP, PPPoE, PPTP, L2TP. И это еще не все, дальше тоже покажу. Слушайте, ну в принципе, очень интересно. Давайте смотреть, у нас 5 гигагерцовый
30 dBm? Да ладно, в CE и в FCC 30 dBm. Слушайте, очень интересная тема. У него должно быть хорошее покрытие. Поэтому мы, наверное, будем переходить. Но перед тем, как мы переходим, ссылки на проверенных продавцов разместил в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Пошли тестировать. Ну, само собой, начинаем мы с тестов скорости. Потому что тесты скорости — это основополагающее, что он может. Мы уже с вами понимаем, что это самый обыкновенный роутер, вот вообще просто-напросто, это точка доступа. Это не больше, при этом mesh точка доступа. Чтобы вы понимали, вот вы видите перед собой результаты там 957 на 700 почти, и это у нас Wi-Fi. Wi-Fi 5 ГГц на текущий момент, хотя он создает только одну сеть DECO, которую можно, в принципе, знаете, как обойти. То есть на основную сеть включить 5 ГГц, это возможно, я вам покажу в настройках, на гостевую включить, например, 2,4. То есть таким образом можно, да, разделить, можно что-то придумать. Это Wi-Fi. Если вы спросите, почему там нет никаких там 1,5 гигабит, 2 гигабита, их здесь не будет, потому что это, во-первых, 80 мегагерцовый роутер, у которого канальная максимальная скорость 1200, а это у нас приблизительно должно быть там половина от канальной скорости. То есть фактическая, реальная и канальная — это разные скорости. То есть мы сейчас вот видим по Wi-Fi пиковые значения до 900 доходят. То есть Wi-Fi для 80 мегагерцового Wi-Fi 6 роутера очень даже неплохо. Мы сейчас тестируем базовую станцию на ее возможность работы. Смотрите, давайте сейчас еще на отдачу посмотрим. Уже тест закончим это все дело. Давайте 400, 500. Вот, пожалуйста, 530, 822 на 526. Я не буду ничего приукрашать и рассказывать то, чего нет. Я показываю только реальные результаты. Но, опять же, я говорю, то есть канальная скорость у нас с вами 1200 на 1200. Выше здесь быть не может. Это теоретически суммарная скорость Wi-Fi. Давайте с вами посмотрим, сколько он на LAN RJ45 будет потреблять, скажем так. Обновляем. Это мы проверяем полный LAN совместимость. И у нас здесь будет, пожалуйста, 900, ну, грубо говоря, гигабит на... Сейчас посмотрим на сколько. И смотрите, фактическая запись, фактическая скорость у нас получилась 972 на 989. То есть фактически LAN RJ45 у нас работает более чем отлично. Ну, вот я опять начал его тестировать, там 900 с чем-то у нас получается. То есть LAN RJ45 тестировать больше нечего. LAN RJ45 он и есть LAN. LAN подключение и есть LAN подключение. Вот, пожалуйста, 971 на 900 там с чем-то. То есть фактически у нас декочки, вот эти вот дека работают отлично. 5 ГГц Wi-Fi проверили. Теперь мы должны с вами проверить 5 ГГц Wi-Fi на дальность покрытия от одной бочки. Обновляемся. У нас сейчас подключено оно конкретно к деко. Пожалуйста, смотрим. 1200 мегабит на частоте 5 ГГц. И опять же стартуем. Леночка, ты нам нужна. Потому что мы делаем сначала базовый тест возле роутера. А потом ты отходишь туда подальше и будем смотреть, насколько оно упадет. Мы должны с тобой определить, где мы будем ставить вторую mesh-точку. Ну, сейчас вот 718 при канальной скорости в 1200, абсолютно нормальный показатель, на 700 там с мелочью. Сейчас смотрим. 650, 670, 673. Хорошо. 718, 673. Запомнила? Так, отходи туда к складу, и там будем уже смотреть, куда мы будем ставить. Тестируем и смотрим. Что-то Лена ушла куда-то и пропала. Что-что? Да, куда отправил, туда и пошла. Ну, короче, как-то так. Интересная ситуация в том плане, что дешево можно получить mesh-систему без заморочек. Это вот для тех, кому просто нужно. Вот трехкомнатная квартира, поставили один при входе, другой во второй части квартиры, соединили, например, через Powerline, да, который вот я показываю, степелинковские. И все, и не морочите себе голову без лишних проводов. Дальше, так, 716 на 584, хорошо. Это получается у нас где-то размер как двушка. Лена отходила у нас к складу. Пожалуйста, зайди сейчас в склад. Именно в склад, за дверь и все. То есть у нас большая студия 160 квадратов, покрывает он неплохо, рассчитан там он 300 плюс на покрытие двух башенок. И мы сейчас с вами имеем, получается...
покрытие одной башенки приблизительно как у такого среднебюджетного роутера Wi-Fi 6. При том, что неплохое покрытие на самом-то деле. Практически падения не было. Получилось 526. Падение абсолютно небольшое. Да? Он даже как одно... Эта башенка, я вам скажу, может при его мощности работать как один роутер. К тестам дека мы вернемся позже, когда я покажу, как мы его разнесли. Сейчас я вам покажу приложение дека. У нас есть... Сейчас оно вот, подключится. Вот, видите, у нас отключена вторая башня, потому что мы тестируем сейчас базовую станцию. Смотрите, у нас есть управление. Мы можем создать гостевую сеть. И мы ее, наверное, создадим на 2.4. Создадим для нее простой пароль какой-то. Готово. И гостевую сеть мы сделаем 2.4. Почему? Объясню сейчас. Дело в том, что... Смотрите, дело в том, что у нас сам по себе роутер создает одну сеть, которая совмещает 5 ГГц и 2.4. Мы можем сейчас пойти в настройки Wi-Fi, и сейчас у меня здесь стоит только вот 5 ГГц. Только 5 ГГц, если вы совместите, будет и 5, и 2.4. Но мы с вами создали 2.4 отдельную сеть и будем тестировать еще и 2.4 диапазон. Смотрите, гостевая сеть работает в Wi-Fi 4. Не Wi-Fi 6, Wi-Fi 4 в 2.4 диапазоне. Сейчас попробуем, как это будет работать в основной сети. Но скорость на текущий момент у нас, смотрим, 130 мегабит. То есть мы должны понимать тоже, как гостевые сети работают. Сейчас посмотрим. Базовая 120-130 мегабит, что вкрай неплохо, я вам скажу, для 2.4 диапазона. Обычно эти диапазоны очень сейчас загрязнены роутерами ваших соседей, роутерами там, не только роутерами, Bluetooth устройствами, даже некоторые устройства по типу микроволновок влияют на 2.4 диапазон. Лен, ты нам нужна? Давай тест дальности. 129 было. Давай. Тест дальности. Туда к складу отходи. Так к складу отходи сразу, чтобы мы понимали его покрытие. Леночка, ну что нам? Какие? Ух ты. Ну, это неплохо тоже для 2.4 диапазона. Хорошо. То есть мы с вами понимаем, что мы для улучшения результата должны поставить там в самую дальнюю студию, к самому дальнему окну нашу, скажем так, бочечку. Дальше расскажу эту всю топологию. Сейчас мы с вами проверим, в каком режиме работает 2.4 диапазон при включении в основную сеть. Потому что, смотрите, у нас здесь 5 ГГц и 2.4. Я 5 ГГц выключил в основном. Сейчас мы это все сохраняем и ждем переподключения. Посмотрим, в каком режиме Wi-Fi работает 2.4 сеть, даже в основной именно Wi-Fi сети. Идем, переподключаемся. Да, 2.4 диапазон работает только в Wi-Fi 4. Смотрите, у меня сейчас он на частоте 2.4 с канальной скоростью 243 мегабита. Это мы фиксируем. То есть 5 ГГц у нас работает в Wi-Fi 6, 2.4 у нас работает в 5 ГГц диапазоне. Поэтому разницы между гостевой сетью и основной нет. Возвращаем сюда именно 5 ГГц. А 2.4 мы вывели на гостевую сеть. Таким образом, здесь и можно разделять. Перед тем, как мы перейдем к топологии и расположению устройств именно в режиме Mesh, я хочу вам показать настройки, которые есть, потому что настроек на компьютере практически нет. Они в основном все есть в самом приложении. То есть у нас есть режим гостевой сети, настройки Wi-Fi, они очень простые. Вы здесь можете только включать, выключать, ну, включать безопасность, поддержка здесь WPA3 есть, можно спрятать, можно включить 2.4, 5 ГГц либо отдельно, и в настройках, ну, все, больше здесь для Wi-Fi ничего нет. Мы не можем даже менять, по сути, с вами никаких вот каналов и тому подобных. У нас здесь мониторинг клиентов, которые есть, тип их подключения. У нас есть управление умным домом. То есть, по сути, вы сюда можете TP-Link TAPA устройство подключать. Теперь у нас есть безопасность. Ну, это у нас, скажем так, проверяет безопасность вашего маршрутизатора, то есть это обновление прошивки, переадресацию портов, беспроводную безопасность, сканирует и выдает какие-то данные. Но это нас тоже сейчас не очень интересно. Есть у нас родительский контроль. Родительский контроль у TP-Link всегда был неплох, потому что вы можете создать профиль, выбрать возраст. Например, ребенок у нас будет Лена. Допустим, Лена.
9 лет. Девочка Лена 9 лет. Вот мы ей выберем даже аватар. Нажмем далее. И можем назначить ей устройство. Давайте, какое у нас устройство будет ограничено? Так, компьютер. Это будет девочка Лена, 9 лет. Компьютер. И здесь мы можем блокировать отдельные веб-сайты. Мы можем включать веб-фильтр, например, на азартные игры, на на сексуальное образование, онлайн-общение, на социальные сети, оплаты за просмотр, игры, медиа. То есть очень прикольно. Еще и задавать час сна, то есть время сна. Это очень классный родительский контроль в таких вот декочках, очень прикольно. В дополнительных настройках есть лаборатория дека, у нас есть отчеты, есть управление QoS, QoS здесь самая простая, с самым простым ограничением скорости. Список блокировок есть. Вот мы можем с вами добавить MAC адрес, либо клиента, которого хотим заблокировать. Есть вот те же самые Wi-Fi настройки интернет, чтобы вы понимали. Можно здесь тип подключения менять. У нас может быть работать статический IP-адрес, PPPoE, L2TP, PPTP, DS-Lite, V6+, и MAC-E через OCN. Это очень интересная штучка, на самом-то деле, очень обширные варианты подключения. Ну и в дополнительных настройках у нас можно включать IPTV, то есть у нас есть поддержка IPTV, DDNS управлять, клонировать MAC-адрес, у нас есть LAN-адреса можем задавать, резервировать адреса, DHCP-сервер специальный, есть быстрый роуминг. Это позволяет, знаете, что IEE 802.11r это бесшовный роуминг. То есть в данных TP-Link дека есть бесшовный роуминг через 802.11r. Также у нас есть beamforming и, конечно же, вот эти все функции OFDMI, UMIMO, которые присущи конкретно Wi-Fi 6. Плюс у нас есть еще NAT-переадресация портов, SIP, ALG и UPnP поддержка. Ребят, больше ничего у нас в настройках этого роутера нет. Давайте заключительная часть, именно самой обзорной части, мы с вами пойдем, побродим и посмотрим топологию, как же подключить роутер и немножко потестируем скорость. А вот и он, красавчик. Смотрите, здесь он сейчас стоит в варианте того, что в этой комнате он стоит вообще без подключения. То есть в данном случае мы видим зеленый огонек, он подключен к сети. И если сейчас войти в TP-Link дека, и мы видим в TP-Link дека, пожалуйста, видно там хоть как-то, да, что у нас подключено устройство конкретно уже к этому. То есть мы при переходе, у нас сейчас тип подключения Wi-Fi, там хорошо видно? Там Wi-Fi. Отлично. Мы видим, что он подключен. И мы здесь продляем, по сути, скорость Wi-Fi в данной точке. То есть если бы я тестировал сюда подключение от основной точки, то здесь была бы точно такая же скорость Wi-Fi, и он просто-напросто берет эту скорость Wi-Fi на себя и распространяет в точке своего покрытия. Но что же делать, если у вас очень далеко все разнесено? А я вам скажу, мы берем сейчас этот TP-Link дека и пошли со мной дальше в самую дальнюю точку, на 160 квадратов сейчас его разнесем. А в этой комнате это у нас склад. Самая дальняя точка. Давай ставим его сюда. И у меня здесь стоит Powerline. Именно здесь мы его так и используем. Я его отсюда снимал. Именно здесь мы его используем через Powerline. Но в данном случае скорость будет зависеть конкретно от скорости, которую может обеспечить Powerline. Это гигабитные Powerline. Сейчас появится, он загрузится. Покажи меня пока. Это гигабитные Powerline. И да, обустройство домашней сети. Вот у нас он идет, например, через счетчик. Вот покажи счетчик. У нас он идет через счетчик. Через счетчик мы не получим больше 300 мегабит. Но это вариант того, что, например, в кабель-каналах у нас есть простой кабель, и мы можем от сети здесь подключиться прямо напрямую к нашему TP-Link дека. То есть вы с помощью проводных сетей можете вообще расширить на невероятные какие-то покрытия. То есть, если у вас очень большой дом, то вы можете через вот такой вот Powerline на второй этаж спокойно завести. Сейчас мы посмотрим коннект, сейчас пока желтенький, сейчас он законнектится зелененьким. Там уже произошло соединение. Соединило, да? Ой, простите. Короче, ребят, мы видим зеленый свет. Смотрите, уже соединило, все нормально. И видим, здесь у нас тоже 3. И в таком варианте, смотрите. Опять же, мы идем в TP-Link дека. Вот он, TP-Link дека, обновляем. Мы видим, что у нас клиент один, все. И можем прямо здесь провести тот же самый тест.
и получить там, допустим, какой-то результат в 300, там вот, пожалуйста, 300, даже больше. Смотрите, это мы находимся черт знает где. И все сейчас происходит благодаря именно вот этому варианту с пауэрлайнами. С пауэрлайнами, пожалуйста, мы имеем 400 на загрузку Я не нахожусь, непонятно. и 400 на выгрузку. В своем офисе. В своем рабочем месте. Но это ты находишься непонятно где. Все, 400 на 400. То есть, по сути, с помощью вот такой вот комбинации, можно даже без нее использовать, без пауэрлайна. Вы можете кабелем, вы можете просто через Wi-Fi, через Wi-Fi это будет немножко меньше площадь. А с помощью пауэрлайна или кабельного соединения вы можете покрыть невероятные площади. Поэтому все классно, переходим и делаем выводы. Воу-воу! Учитывая именно стоимость покрытия на цену, вот я вот так вот рассчитываю и оцениваю эти роутеры, вот хотя их, слушайте, их можно использовать как два отдельных роутера, то эти башенки того стоят. Мы их можем рекомендовать как обыкновенный Wi-Fi 6 роутер для домашнего использования. То есть, по сути, мультимедиа, игры, допустим, какое-то вот наличие родительского контроля вообще делает его классным. То есть вы можете его использовать и покрывать, например, большой дом. Пауэрлайны, кабель, Wi-Fi соединение, любой тип соединения можно к ним применять. Мы рекомендуем, а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.